водитель Ибрагим. Мы движемся дальше к одному интересному месту. По пути заезжаем в участок, а там еще какой-то главный. Полиция меня будет, если что с вами случится. Класс. Петроглифы есть. Так вот, в Саудовскую Аравию можно ехать ради экспириенса автостопного, даже для тех, кто не ездит автостопом. Еще одна семья подъехала пообщаться, отец с сыном. Нас пригласили вот ребята, о которых я вчера говорил, тоже из Рияда, да, отец 3 раза был в Киеве. Остановился водитель и везет нас в сторону Харджа. Ему туда не надо, опять-таки, но хочет помочь, я так понимаю. Это 100 с чем-то километров осталось, я так понимаю, до Харджа. Вот водитель Ибрагим подвозит нас до города Хардж. Машин мало, да, но он тем не менее нам остановился, заправился и вот везет. Саудовская Аравия, гостеприимная страна. Холмы местные мы проехали, и сейчас вот такая пустынная дорога до Харджа. Посмотрим, что будет дальше. Там уже должно что-то появиться. Ну, в стороне Табука так точно будет уже другое. Да, и вокруг вот такое пустынное. Довез нас Ибрагим до развилки автомобильной. Проехал, наверное, больше 100 километров просто, чтобы нам помочь. Опять-таки приятно. Больше 100 километров, да. Мы уже были на измене, мы думали опять таксисты. Да, но он сначала про деньги спросил, мы ему сказали, что без денег. Мафи фалюс, кстати, говоришь трасса, водителям и понимаю. А он проникся, в общем, пофоткались. Головной убор свой дал, кстати, до сих пор не выучил, как он называется, для фоток. Но движемся дальше к одному интересному месту. Мы проснулись, утром вышли на дорогу, сейчас час дня. И мы немного проехали, потому что остановился полицейский, а они очень переживают, они очень заботятся. В общем, этот полицейский, другие проезжали мимо, остановились поинтересоваться, что же происходит. Он позвонил кому-то там начальству, начальство начинает переживать, они звонят, приезжает какой-то там майор, потом приезжает капитан, короче, они все вот съезжаются, общаются. Мы каждый раз каждому объясняем одно и то же. Вот, и в итоге нас садят в машину, и мы там придумываем, что мы едем в город, который недалеко расположен. Они нас сюда везут, но по пути заезжаем в участок, а там еще какой-то главный, и вот опять надо рассказать, опять чай, кофе, пей. Мы объясняем, что время, чуваки, нам еще ехать дальше, идти, гулять в горы. Вот, но ничего, они дальше продолжают с нами общаться. Потом говорят, никаких проблем, допивайте и поедете. Да, довозят нас до города, куда надо, а там нас встречает еще какой-то чувак. Но он уже, я так понял, не из полиции. И мы объясняем, что нам не надо никакое сопровождение, никто нам не надо, отпустите нас просто свободно ехать дальше. Да. В общем, целая проблема с этим чуваком, пока мы ему объяснили, показали, перевели. В общем, дошло до него, как мы собираемся уехать, но он такой говорит, а полиция меня будет, если что с вами случится, допрашивать. Ну, в общем... Объясняли мы еще ему, и в итоге стопили машину. Он взял к одной машине, подошел, которую мы остановили, а потом ко второй. Благо был мужик, которому все ок. Он объяснил там что-то, и у нас, в общем, отвезли. И вот мы сейчас потихоньку, трафик тут вот такой, машин практически нет. Маленькие очень сильно. Да, ну все ок. Главное ехать. 150 километров, я надеюсь, может быть, меньше даже. Вот, и вот едем дальше. Мы вот добрались до нужного нам места. Это вот такой камень Аль-Насла. Вот семья, которая нас привезла, отец с сыном. По такому бездорожью покажи. Да, бездорожье вообще тут 4×4 только можно проехать. Класс. Уехали наши друзья. Спасибо им огромное. Мы сегодня уже ночуем
этого прекрасного камня. Покажи вообще, какой разрез. Вот с этой стороны, где видно, вот я стою, видно насколько... Да, отсюда. И он большой, надо масштабы показать. Идем, подойдешь ближе. А ты же какую-то историю о нем писала. Да. Камень, ну непонятно, как он был так вот разрезан. Вот. Я думала, он тоже меньше, а в жизни он реально большой. Меня просили читатели сделать фотографию с задней стороны камня, потому что есть только эта сторона. Непонятно, зачем это делали. Камней-то много разных. Зачем именно этот и вот так разрезать? Тут петроглифы есть. Это какая-то лошадь и человек. Есть какие-то современные каракули вандальские, а вон верблюд есть. Так. Тут и старое, и вандалы современные. Это старое. Насколько я знаю, из того, что я читал. Вот современные каракули. Там старое есть. Да, я видел, старые есть. Я знаю. Дело на самом деле не в петроглифах больше, а в камне. Ну да, петроглифы это такой бонус. А вот как выглядит этот камень с обратной стороны. Также мне сказали, вот вы если попадете, посмотрите, насколько он гладкий. Типа не может быть такого, чтобы одна, а там все равно будет шероховатость и так далее. И вот мне интересно, надо, интересно, иди вот сюда. Смотри, гладкий. Вот такая тут красота вокруг. Клевая. Очень люблю такие места. Даже пустынная дорога, автомобилей мало, но меня переполняют радостные эмоции. Вот. Да и люди классные. В Саудовской Аравии тут переживать не о чем. Вот этот камень со стороны. Мы пойдем ночевать, возможно, к тем двум камням. У нас сегодня приключения с полицией. Потом встреча с этими приятными людьми, которые нас подвезли, отец с сыном. Полиция нас, ну не то чтобы задержала, она, да, задерживала. Им интересно узнать, надо все расспросить, как, куда, что, зачем, кто мы такие. Вот, угощают, вежливые, приветливые, все классно. Но время, мы им объясняем, ребята, время. А с этой семьей мы ехали. Один мужчина нас подвез, помог на 100 с чем-то километров. Я пока не считал вечером, сейчас посчитаю. И этот мужчина, последний, зашли в супермаркет, говорит, покупайте, что хотите. Ну и я как-то, ну, отказываться уже, знаю, бесполезно. У нас 2 круассана с шоколадом, 2 с заатаром. Заатар попробовали когда-то в Ливане. В общем, я не могу до сих пор отойти, прийти в себя. Я так люблю заатар. Тунец и 3 бананчика. Вот. Ну, у нас с собой еще есть еда, мы покупали. Вот. Но отказаться тут было невозможно. Поэтому, ну, приятно, особо приятно. Замечательные люди. Вообще, Саудовская Аравия пока самая необычная страна для автостопа. Вот, очень гостеприимные люди, ну, до такой степени, что сложно передать. Знаем, какие приятные гостеприимные турки, знаем, какие гостеприимные приятные люди в Иордании, например, в Ливане. Вот у нас был клевый автостоп, это топовые вот страны для автостопа. Вот, но Саудовская Аравия, конечно, это что-то необычное. Это как люди ездят в гастротуры. И даже те, кто не особо любит еду, могут купить себе гастротур, поехать куда-то. Кто-то в горы ездит, просто посмотреть зимние горы, хотя бы даже если не любитель гор. Так вот, в Саудовскую Аравию можно ехать ради экспириенса автостопного, даже для тех, кто не ездит автостопом. Вот, потому что, ну, необычное приключение тут ездить автостопом. Ну, а автостопщикам это вообще страна must visit. Вот. Ну и люди
невероятные впечатления от людей, от их приветливости, доброты. По-другому открываешь для себя мир. Ну, Марьяша никак не может отойти от камня. Влюбилась в камень. Она статью писала о нем раньше. Вот, а теперь мы добрались. Думали, может, даже пропустим это место. Потому что несподручно, далековато нам от дороги добираться было. Но в целом мы хитро изменили маршрут и добрались сюда. Так что мы идем. Сегодняшних мучений. Да, мучений с полицией. Не думали, что даже сюда доедем. Ну, полицейские, тем не менее, все равно тут приятные, лучше, чем в Египте. Вежливо общаются. Места очень красивые. И места красивые. Ну, сейчас пойдем выбирать место под палатку самое облюбованное какое-то должно быть. Подъехали люди на машинах. Вроде как местные, выглядят во всяком случае как местные. 3 машинки. А вот моя солнечная панель. Заряжает телефончик. Ссылочка вот будет в видео. Добавим. Подъехала машинка вот та. Пообщались, на английский знают. Говорят, мы остановимся на кемпинг. Хотите? Покушайте с нами, поужинайте. Мы сейчас поедем, место выберем. А мы уже 2 тунца. Мы уже 2 тунца съели, да. Мы, говорит, место выберем. Вот. Ну и они уехали. Говорят, через час где-то вернемся. Ну а мы тут. Пока отдыхаем. Может, потом пообщаемся, будет интересно. И вот он, пейзажик, я забрался наверх. Похожий камень, кстати. Да. Тоже вот трещина. Еще одна семья подъехала пообщаться, отец с сыном. Отец доктор, английский язык хороший. Из Риада. Из Рияда, да. Опять-таки спрашивали, все ли у нас окей, все ли у нас есть. Отец рассказывает о том, что много мест в Саудовской Аравии еще не изучено. Вот. И они завтра в какое-то интересное место тоже едут. Тут какой-то колодец большой. Вот. А наша палаточка вот. Вот этот камень знаменитый. А вон их лагерь. Там 3 машинки, по-моему, да? 3? 3. 3 они вместе. Ну, это большая компания. Да. Нас уже одна машина предложила к себе. Да, одни из одной машины пригласили ребята, из другой машины пригласили. Говорят, может сегодня дождь будет. Кстати, да, там тучи такие, Ну, там тоже тучи. похоже на дождевые выглядит. Да, я сейчас буду растягивать тент на случай дождя, пока светло. Ну все, возможно, мы еще попадем в гости, пообщаемся там. Может, я сниму. Интересно снять, какие При у них случае. шатры. Ну да, что они используют. Вот нас пригласили вот ребята, о которых я вчера говорил. Оказывается, они нам вчера подавали сигнал, чтобы мы приехали. Пришли, точнее, мы спали вот там возле тех камней, не так далеко. Но мы не поняли, видимо, друг друга, и мы не пришли. Вот. Но они уже не хотели нас беспокоить, решили, что мы хотим остаться в покое. Вот. И мы сегодня решили, что ждать не будем. Они нам предлагали до дороги нас довести, и мы решили пойти уже в нашу сторону, к дороге. И пока шли, за нами приехала машина, видимо, увидели, что мы идем пешком. Вот. И приехали, забрали нас, говорят, нет, пейте с нами чаю, покушайте, а потом мы вас отвезем к дороге. В общем, очень приятные люди. Все интересные, спрашивают, как нам страна. Вот. И вот так отдыхаем. Тут все есть. Вот, нельзя делать костер на земле, за это штраф 10 тысяч реалов. Вот, есть отдельно корзинка для мусора. Вот, и вот сейчас пригласили нас позавтракать. You have to drink black coffee and 2 Panadol. О, вы спанадол? Все, пакуемся, собираемся и поедем дальше. Хотят нас ребята
подвезти до места какого-то красивого, приглашают с собой поехать. Вот. Ну, сейчас по обстоятельствам посмотрим, как куда. Там Маяша изучает жуков местных. У них такие ножки, чтобы не проваливались в песочек. У нас тоже есть такие черненькие, но они не такие, не с такими ножками. Дедушка 86 лет, да, ему? 86, да. Помогает. Любит ездить на природу. Да, на 2 недели ребята вот приезжают. В разные места. И кочуют, да, тоже Кочуют, да, кочуют. путешествуют. Классно, молодцы. Тут и холодильник, и умывальник, да, и за собой все убирают. Клево. Молодцы. Там подъехало. Вон, 1, 2, 3, 4, 5, 6 машин подъехало. Сейчас популярное место в это время года, потому что не жарко. Летом жара, и тут невозможно, говорят, существовать. Все, мы выехали. Наш караван. Камень где-то. Камень назад, и мы приехали. Короче, нас он? пригласили на завтрак, Да, я рассказывал. и потом, да, и, получается, мы решили с ребятами поехать. 3 машины. И пейзажики вокруг. Вот эти горки симпатичные, я там походил. Но нас еще ждут впереди другие. В общем, тут были большие деревья, интересно. Пальмы и деревья. И дождь. Саудовская Аравия, это не только про пустыню, сухость, засуху. Сирию. Так, мы добрались до Хададж, колодца Хададж. Самый большой древний колодец в мире. О, реально большой. И он, кстати, по-моему, до сих пор используют. Но вот он, не вижу я веревочек. 30 машин. Он автоматически выкачивает уже. Рыбки плавают. Надеюсь, им там хорошо. Что, эту воду пьют с рыбами? Насос, кстати, стоит. Ну, там, наверное, фильтр стоит. Вот бросают какую-то еду. И вот тут была веревка, и верблюдами вытаскивали водичку. 77 верблюдов одновременно могли вытаскивать воду отсюда. И если одновременно они вытаскивали воду, то вода не опускалась ниже 2 метров уровня. Если кто не знал, вот так растут финики. В общем, мы шли, пытались выйти, покинули наших тех ребят, с которыми мы были в пустыне у камня. Подъезжает вот эта машина, в ней сидит парень молодой и приглашают нас поехать с ними в Табук. Табук, да. Они тоже из Эль-Риада. Тоже из Риада, да. Отец 3 раза был в Киеве. Мало того, они едут сначала в Табук, а потом они едут в Алюлу. То есть у них такое же, и даже сын уже спросил, какие у нас планы. То есть мы сегодня, возможно, мало того, что в Табук, мы, может, еще даже поедем по нашим точкам. Еще посмотрим. Да, может, чуть дальше проедемся. Никто не знает вообще, как будет. Да. Вот, в общем, очень интересно. Это нас просто посоветовали. Да. Они увидели, спросили, наверное, кто это, и объяснили, что ребята едут туда. Очень хорошая там семья, и дедушка такой вообще прям. Все классные. Все такие душевные. А мужчина, который с нами сейчас, он уже 3 раза был в Украине. Да. 3 раза был в Украине. Ну все. Сейчас они сделают тут фотографии, поедут, заберут свои вещи, и мы поедем. Надуют колеса.